Сейчас очень много говорят о разногласиях по национальному признаку, вспышках каких-то на национальной почве конфликтов в России. Что происходит на Кавказе? На Кавказе тоже очень много русских живет, и живут они там не один год, очень много лет. Случались ли это подобные вещи на Кавказе и случаются ли сейчас? Хороший вопрос. Настолько хороший, что на него, я думаю, что ответа дать, ну, вот, как бы практически невозможно, да. Вот самый глобальный такой ответ, да, ну, в принципе, практически все, что угодно, что можно себе представить, когда-либо случалось, да, есть большая вероятность, что это вполне возможно случается как раз в данную минуту, да. Может быть, я имею в виду чисто статистически, может быть, есть какие-нибудь... Чисто статистически могу сказать, что все-таки я не являюсь социологом, да, и я не владею социологическими данными. Более того, я не уверен, что на самом деле у нас есть хорошая статистика по этому вопросу. Да, я могу сказать, что даже по Москве мы хорошей статистикой не владеем. Да, что же говорить о Северном Кавказе. И третий, самый большой и самый, на самом деле, проблемный вопрос. А что здесь в данном случае нам считать? Потому что если мы, например, считаем рост ВВП, да, и количество произведенной переработанной макулатуры, да, то там есть объективные некоторые показатели. Да. А если мы говорим, например, об этническом конфликте, да, вот, например, количество, в милицию, там количество этнических конфликтов, например, да, то возникает вопрос, а, собственно говоря, что считать этническим конфликтом, да, и когда этот конфликт этнический, когда он не этнический, да, и что вообще это значит. Тут да? мы возвращаемся ко второму вопросу. Тут мы возвращаемся опять же ко второму вопросу, а считать на самом деле я буду в конечном итоге всегда именно так, как мне выгодно считать, да. Если мне выгодно подать, что конфликты растут, я буду любой конфликт, случившийся между осетином, ингушом, осетином, русским, неважно, он на ногу друг на друга наступил, да и вообще забыл, как друг друга зовут, я буду считать, что это этнический конфликт, да. Если мне это не выгодно подавать, да, и нужно показать, что все у нас в порядке, да, я буду говорить о том, что у нас никаких этнических конфликтов нету, и то, и другое будет как бы вроде бы правда, да, потому что это вопрос от того, как на это посмотреть. Если говорить про приводы в милицию, что вы имели в виду? Я имел в виду, милиция, она делает какие-то заметки, то есть там где-то случилась драка, были приведены там такие-то люди в пункт милиции и так далее. То есть, в принципе, милиция ведь может заключить, был ли это конфликт на почве того... Вот как раз милиция категорически не может это заключить. На мой взгляд, она это просто не должна делать по своей природе, потому что милиционеры, слава богу, люди конкретные. На самом деле милиционеры не особо хотят это заключать, и слава богу, да, потому что они ребята конкретные. Да. Но что такое драка? Это, простите за прямоту и подробность, да, это между двумя людьми. Да, это столкновение кулака господина А с физиономией господина Б. И наоборот, столкновение кулака господина Б с физиономией господина А, если они оба друг на друга надавали по морде. Правильно? Вот это объективно драка. Да? Каким образом фиксирует это милиция? Ну, так сказать, визуальное наблюдение. Да? И люди махают руками, что-то приходит в физический контакт. Это можно заснять на видеокамеру. Тут трактовки другой не будет. Быть да? какие-нибудь выкрики лозунгов. Сейчас, одну секундочку. Плюс еще дополнительно судебно-медицинская экспертиза, да, которая подтверждает наличие факта увечья. Кстати, если их нету, да, то, в общем-то, как бы, я так понимаю, что это драка и не считается. Да, вот. То еще должны быть факты увечья, подтвержденные там, медициной и прочее, соотнесенные именно с этим случаем по времени. Да, вот. Вот это достаточно объективные факты. Да. А на какой почве случился конфликт, это милиционеры не разбирают. И на самом деле технически они это не могут разбирать по одной простой причине, потому что этнический конфликт или нет, если можно так вообще выразиться, да, это то, что было в головах у людей в момент возникновения вот данной ситуации. По большому счету, кто может это дело раскрутить, если вообще может, в принципе, если они вообще что-то помнят, что у них было в головах в данной конкретной ситуации, да? Ну, например, хороший журналист. Ну уж никак не милиционер, которому нужно важны юридические последствия данного конкретного события. И его не учат этому, и правильно, у него другая совершенно задача, у него задача
заключить, попадает ли данное событие под действие Уголовного кодекса или нет в данном случае. И в этом смысле, да, есть какие-то конкретные маркеры, например, которые, вот там выкрикивание националистических лозунгов, да, Допустим. по которым, ну, например, да, можно считать, что это маркер, по которым, там, за который человека в ситуации такого конфликта посадят не только за драку, да, а за еще там драку с националистическим оттенком. Ну, не только там Но религиозный. но это, понимаете, это юридическая трактовка термина в данном случае. И почему он выкрикивал этот лозунг, это тоже непонятно и в данном случае никого интересует. А самое главное для восприятия, это то как раз почему я этот лозунг выкрикивал. Это то, что он для меня значил в данную конкретную минуту. То есть, что для меня являлось главным мотивирующим фактором в данной конкретной ситуации. Этничность другого человека, и тогда это правда этнический конфликт, когда он происходит не из-за, в первую очередь, не из-за других побочных факторов, а именно из-за того, что есть другой с другой этничностью, этого уже достаточно. Все остальные конфликты, это конфликты социальные с некой этнической примесью. Такой вот, да. И на самом деле большой вопрос, это, на который я, честно говоря, не знаю до конца ответа, потому что я не участвую в разборе этих дел. У меня большой вопрос, насколько вот эта вот этническая примесь, она возникает и реально оказывает влияние на саму ситуацию конфликта, и насколько эта этническая примесь, этническое объяснение случившегося, оно возникает уже после, во многом благодаря в результате работы неких заинтересованных людей, масс-медиа в том числе, потому что такая профессия у журналистов, да, использовать клише. Этнический конфликт модное клише, да, поэтому если его можно обозначить данную ситуацию, да, то, собственно говоря, почему бы ее не обозначить, да? Вот. Или как было, например, когда были события в Кандапоге, да, когда приехали там всем известные господа из Москвы, да, и всем ребятам объяснили, всем местным жителям долго и занудно и авторитетно, потому что были господа авторитетные, объясняли, что здесь не просто случилась драка между там подвыпившими господами в баре, куда, в принципе, наверное, обычному человеку в любом случае не стоит захаживать, скорее всего, а вот это, что вот этнический конфликт на самом деле, да, и его нужно разрешать, соответственно, этническими способами. Вот что здесь, где здесь первопричина, и не является ли этничность скорее фактором, объясняющим потом и раздувающим эту ситуацию, нежели фактором изначально провоцирующим, да? Вот это вот большой вопрос. Поэтому вряд ли здесь стоит, говорить о наличии или отсутствии, да, а о том, как возникают, каким образом возникает и порождается то, что в обществе уже называется этнический конфликт, потому что это слово правда есть, и люди его используют и про это говорят. Стоит просто задуматься, наверное, и попробовать деконструировать, а каким образом, почему именно мы называем этническим конфликтом то, что мы этим словом называем, откуда все это берется.